Translating for me. Джон надеется, что все его увидят и ему не придется остановиться. Okay, thanks for inviting me to the conference, and I was asked to give a talk on modern day trends in the development of e-learning. This was the exact subject I was asked to present on. Спасибо за приглашение на ваше мероприятие, и меня пригласили для того, чтобы поговорить о тенденциях в современном мире в области e-learning. Это вот к этой именно теме Джон готовился. So it will be from a perspective, not some of the things it may not be agreeable with everybody because we're all looking from different perspectives and different areas of e-learning. Заранее можно признать, что не все будут согласны с теми или иными взглядами, которые выражаются в его презентации, потому что каждый глядит с какого-то своего угла. So what I will do is go through an overview of SkillSoft first, so you understand how we're positioned in the market. What our future vision is, how we see the future. Для того, чтобы вам было легче представить, с какой позиции будет рассказывать видение Джон, он расскажет сначала про свою компанию, какое место на рынке они занимают и что из себя представляют. And also discuss our view on social learning and what we've developed for social learning, our own product in Genius. Одно из направлений, которое для компании SkillSoft является грядущим, будет связано с схемой обучения, вовлекающей группы людей, которые друг друга учат. И вот что компания SkillSoft будет делаться на эту тему, будет упомянуто сегодня. Don't worry too much about making notes unless you want to make notes in local language, but because if you want, I will send this presentation, you can have a copy of it afterwards. Не беспокойтесь про то, чтобы вести записи, потому что если только вам не нужны записи на русском, потому что версия презентации на английском будет доступна после этого мероприятия. I told I've got 25 minutes to speak, but with the translations it may take a little longer, so there might be parts that I don't go into lots of detail because I've not been given the time. Предполагалось, что у Джона будет 25 минут с трансляцией, интерпретацией будет еще, разговор идет еще медленнее, поэтому некоторые слайды Джон будет пропускать, чтобы уложиться более-менее. I'm having to talk for 2 hours, but I'm sure you don't want to miss the master class because I'm talking. Джон готов говорить и 2 часа, но уверен, что вы не захотите пропустить мастер-класс ради этого обозрения. Okay, so just an overview of SkillSoft and just some facts about us as an organisation. We're the leader in generic e-learning. If you look at independent organisations that actually for off-the-shelf generic e-learning, not custom content, off-the-shelf generic e-learning. SkillSoft в какой-то степени является лидером мирового рынка, но Джон подчеркивает, что с точки зрения упакованного обучения, то есть традиционного, не специализированного обучения, как и то, что может быть законсервировано и представлено широкому кругу пользователей, потребителей содержания, потребителей контента в области e-learning. То есть не вообще компания не претендует на топ-позицию обязательно, учитывая все аспекты e-learning, учитывая особые области, но вот если говорить про то, что какие-то традиционные курсы, которые могут пригодиться большому количеству людей, то воспроизводимые, распространяемые массово, то они занимают очень сильную позицию. Not only you want to talk, but I want to talk. Okay, I think just a couple of the main points here are that SkillSoft, we reinvest at least 15 to 18% of our gross revenues back into research and development to ensure that we have the largest collection of generic content available. Одна из позиций, которую стоит упомянуть, это то, что SkillSoft
реинвестирует, вкладывает обратно в развитие нового контента, новых курсов порядка 15-20% от всех доходов. This ensures that we have, as you can see on the fifth line, we have 6,000 current courses, 28,000 digitized published books, and more than 10 million users via our LMS. Именно это помогает им в конечном итоге предлагать такой внушительный набор курсов, программ и так далее, книг электронных и благодаря этому инвестициям. We don't position ourselves though as an LMS provider. We provide an LMS for those organisations that don't have their own LMS that wish to use our platform. So our content runs on any sort of SCORM or AICC compliant LMSs. SkillSoft предлагает СДО, предлагает системное программное обеспечение для тех, у кого кто больше заинтересован в контенте, у кого нет уже выбранной другой системы дистанционного обучения и кто не тратит время на поиск более подходящей, поэтому у них есть своя, но компания не позиционирует себя как бы компания с продуктом LMS, они фокусируются исключительно на контенте. Obviously, it's important for most of the people here is that we do support Russian as one of the 18 languages we support, and it means that currently, out of all of our content, we have about 240 courses currently available in Russian. Русский язык это один из основных языков, которые не поддерживают всего так или иначе. У них есть курсы порядка в 18 языках, а на русском представлена довольно значительная коллекция, порядка 230-240 курсов. Russian's considered a key language for SkillSoft, although its status has slipped in the last couple of years due to poor sales due to the economy in Russia and those regions. До недавнего времени русский язык в плане локализации был вообще одним из основных для SkillSoft, хотя в последние пару лет продажи уменьшились, активность на рынке уменьшилась, поэтому эта область для локализации стала получать меньше ресурсов. On my recommendation, less than 2 years ago, we invested more than $500,000 in new Russian content. Unfortunately, we haven't recouped that investment, so I'm still pleased to be at the company. Джон пару лет назад рекомендовал компании основательно вложиться в локализацию на русский язык курсов, и было вложено порядка $500 000, и за эти 2 года не были возвращены продажи, не покрыли этих затрат, поэтому Джон радуется, что он еще в компании. As you can see here, though, we've had some successes with Russian organisations such as the Rosneft, Lukoil, MTS, Sberbank, Fintelcom, and in the educational market, we've also just signed a contract supplying all students at St. Petersburg State University with access to our library of books. У SkillSoft в России есть коммерческие успехи с компаниями такими как Роснефть, Лукойл, МТС, Сбербанк, Финтелком, а также и работают они с университетами, в частности, недавно подписали Санкт-Петербургский университет. The last point I'll mention is that, which is good news for everybody here that will be involved with SkillSoft in the future, is that SkillSoft's strategy is not only to increase the turnover of the company threefold by acquisition and organic growth, but more importantly, the executives have stated publicly that we intend shifting the percentage of sales from 75% in the USA and 25% in the rest of the world. Within 3 years, we want to ensure that this is 50% USA and 50% the rest of the world, and then the rest of the world will actually supersede the USA in e-learning usage. Для тех, кто, возможно, может быть, в результате знакомства со SkillSoft захочет из вас в своих коммерческих проектах как-то взаимодействовать со SkillSoft, возможно, вас порадует тот факт, что сейчас компания взяла курс на активное развитие, они собираются утроить свои доходы в течение the growth is over 3 years to 50-50 and 5 years for 3 times turnover. В течение 5 лет они собираются утроить свою прибыль, взята агрессивная инвестиционная политика для этого,
И более того, то, что может вас порадовать, это что компания собирается переместить свой фокус с рынка Соединенных Штатов, на котором сейчас у них порядка 75% продаж, а в остальном мире 25%, они собираются сделать 50 на 50, чтобы то есть они будут вкладывать больше в организацию, в работу с рынками, например, с российским и русскоязычным. I think this aggressive growth outside of the USA should mean, I would hope that there will be a lot more investment from SkillSoft in localization, which will include Russian. Ну и, соответственно, такой рост за пределами англоязычного рынка означает, что будут сделаны агрессивные инвестиции в локализацию на не англоязычный рынок, например, русский. One final point that's not actually part of this agenda, but I notice we've got a lot of people here from Russia, and it's an interesting obstacle I have at the moment, and I'd be interested in your views after this and discussions over the next couple of days, is around perpetual licenses. I found a lot of blocks because SkillSoft work on an annual licensing model, and my partners in Russia are saying that the market and a lot of their customers are demanding they'll only accept perpetual licenses. То, что не присутствует здесь перед вами на экране в повестке дня для разговора, повестке разговора Джона, но то, что его вопрос, который его очень интересует, он заметил, что среди нас есть довольно много людей из России, и у него есть вопрос, который он будет рад очень и заинтересован обсудить со всеми, в том числе, начиная с коллег из России, о том, что может ли в принципе приняться на российском рынке проблема, идея лицензирования курсов год от года. У них бизнес-модель SkillSoft, бизнес-модель, когда они лицензируют содержание год от года, а их российские партнеры настаивают на том, что никто не хочет покупать год от года, и рынок готов только чтобы навсегда. То есть раз купил материал, чтобы он был навсегда. И вот это болевая точка, которую хотелось бы обсудить Джону в течение следующих 2 минут с теми, кто заинтересован обсуждать. So, you know, on the actual public standpoint is that we don't do perpetual licenses, but if somebody is willing to invest enough money, such as we've done recently with a Russian company, then obviously we will consider it. But not for small quantities. На всякий случай Джон напоминает, что, вообще говоря, в бизнес-модель компании не входит продажа вечных лицензий, но если кто-то готов заплатить, то есть негласно, если есть потенциальный клиент, который готов заплатить достаточно и купить достаточное количество объемов лицензий, то они втихаря рассматривают такие варианты. Gazprom offered us a 6-figure dollar sum, which we found impossible to turn down. Например, Газпром предлагал им 6-значную цифру, но хотел столько, что им пришлось отказаться. Но в сбалансированном варианте стоимости и наполнения это возможно. Okay, I'm sure many of you have the same issue with e-learning. If you explain e-learning to somebody in the street, it's very, very difficult for them to understand and comprehend what e-learning is about and the actual the scope of e-learning. They probably just think it's some sort of electronic course in black and white from something from the 1980s. Если кому-то рассказать, что занимаешься темой e-learning, электронного обучения, то, наверное, трудно это объяснить весь разброс тем и масштаб того, что входит в эту тематику. И, наверное, если упоминать просто слово e-learning, то первое, что приходит в голову, это черно-белые диаграммы из нашего некоторого прошлого. But here you can see that it's a lot more than just the content itself, than just the courses. There are many areas that we deal with, both the content, the technology and the portals and the other services that we offer, sometimes included in the offering, other times at the request of our partners and customers. So our base products are courses and digitised books, but there's a lot of other areas that are around these core
revenue generating areas. Но если взглянуть на то, чем занимается компания SkillSoft, это пересекает значительное количество различных областей тематик. И, конечно, фокусировано оно на предоставлении курсов, на предоставлении электронных книг, но дальше там существуют еще и консалтинговые сервисы, разработка частного содержания, частных случаев и так далее. I could go through everything, but this would take us up to dinner time. Мы не будем проходить через все пункты, иначе это займет много времени. Okay, just on the future and how we've evolved and different areas that we've actually evolved into from courseware right through now into social learning platforms. Если говорить про историю, если говорить про будущее, то позвольте начать с истории о том, как они развивались, как в течение истории компании SkillSoft развивалось их предложение на рынке. Some of you may have known our main competitors at the time, which was NetG, which were quite well known in Russia, but we acquired them in 2007. В России был хорошо известен ранний конкурент компании SkillSoft NetG, но они их купили. So looking at business intelligence, business IQ in the future, some of the messages we said that last year was the year of the user. This is the year of the team, and 2012 will be the year of the stream. Если говорить если структурировать разговор про будущее, то как видится Джону, нужно говорить про 2010 год. То нужно говорить, можно обозначить условно 2010 год как год пользователя, 2011 год как год команды и 2012 как год потока. И мы поговорим немножко в деталях об этом. First, these are the different elements that are actually affecting learning in the future. You can see these yourself, you can read them out. Несколько аспектов, которые вы видите на экране, они влияют на то, что из себя представляет процесс обучения и будут представлять из себя в будущем. Ну и те, кто участвует в формировании этого баз как организации компаний. И эти аспекты следует отметить как вот такие: конкуренция, глобализация, технология, ожидания потребителей, демографика, окружение, экономика и требования государственной требования и регуляции. So we say the year 2010 was the year of the user, where content we found became more modularized and smaller chunks of information. Говоря про 2010 год как год пользователя, нужно отметить, что то, что произошло, это пользователи стали ожидать содержание, предоставленное в более кратком, сжатом виде и модулированном, то есть разбитым на куски. And we found that the hottest topic in 2010 that we spent probably the most proportion of our research and development budget was on leadership development. И мы обнаружили, что в 2010 году самая популярная тема, на которую мы потратили большую часть нашего бюджета на разработку новых курсов, была тренировка лидерства. Да. So we're thinking that in 2011 it's going to be more like the year of the team and more like teamwork, different people actually collaborating together. Things like using mobile devices have become much more to the fore and to the front of people using mobile devices for learning. And also, a lot of learning, it will be collaborative and based on recommendations, a bit like when you go to book sites and there are recommended books or recommended products on other sites. Джон предполагает, что большая часть, что тенденции 2011 года, которые мы обозначим как тенденции команды, будут связаны с тем, чтобы обучать группу людей, и учитывая то, что они активно взаимодействуют, формальные группы, неформальные группы, что у них присутствует привычка уже к мобильной связи
потребление малыми объемами информации, и также аналогично тому, как, например, покупают книги, основываясь на рекомендации, что и обучение будет также потребляться, основываясь на рекомендациях. We see beyond that really basically learning will be there will be much greater integration between learning and the business itself and what the business objectives are, rather than just being seen as a separate area, and a greater linkage between the TM there is for talent management. So we see people, you know, having their mapped out what they should be doing, and they'll be responsible for their own learning. It's about taking responsibility as well as being pushed to go down certain areas. И говоря про 2012 год как год потока, речь идет про то, что есть поток деловых, как бы коммерческих проектов, и до сего момента более-менее отдельно стоял поток, повестка дня для проектов обучающего характера, а в 2012 году предположительно это будет перемешано, и проекты обучающего характера будут напрямую зависеть от непосредственно проектов деловых, и, соответственно, будут пересекаться более интегрированно. So the three immutables, or the three things that never change, is instructional design, trusted content, and reporting on those elements of learning. Три компонента, которые никогда не уходили и не будут уходить из области eLearning, из задач. Это разработка методик, предоставление содержания, которому можно доверять, и хороший отчет. So the decade ahead, we see from the last decade how we saw things and how we see it changing in the next decade. And you can see here that some things are changing, such as not only formal and informal learning. When we talk of informal learning, we're talking when you ask your colleague, when you look on the internet, when you glance at a book, something that is not an event. It's not a classroom event or any learning event. То, что можно продемонстрировать, если взглянуть на прошлое десятилетие и будущее десятилетие, то, например, нужно отметить разницу, которая в социальном аспекте будет выражаться, и также подчеркивание обучения вообще без разделения на обучение в классе, обучение по электронным методам и так далее. The other things, the main points I'll point out is like going from big chunks to small chunks of learning also. Younger people now are much used to a very quick on their mobile devices. They want something that's very quick, instant, and then they lose attention sometimes. So people want something that's much more immediate and relevant now, and then get out of that and go back to working or whatever they're doing. So we're finding that large courses we had in the past are not as relevant or not as well accepted. So now we've actually made a conscious decision at SkillSoft that we don't make any courses longer than 1 hour. Yet some of our old courses are 5 hours sometimes. Также тенденции, которые подмечены и приняты SkillSoft, это то, что переход идет от больших классов к малым классам, то есть от больших кусков обучения к малым кускам обучения. И это сделано также в связи с тем, что молодое поколение, оно живет на большей частоте, у них чаще переключается фокус, им они занимаются большим количеством активностей иногда одновременно, и в SkillSoft было принято осознанное решение, что все новые курсы никогда не будут больше, чем 1 час. А раньше они были 3 часа, а иногда и 5 часов. By saying 1 hour, that's for our general courses. We have many learning events and short videos and other learning events that are 3, 4, 5 minutes long. А вообще говоря, у них есть еще и другие продукты, то есть их общие курсы могут достигать часа, а еще у них разработаны малые формы, где видео или небольшие программки у них идут порядка 5 минут.
Also, it's important now not to fall into the trap of people measuring your learning programs or their learning programs by completions of courses. What does that mean? That they've sat there and maybe learned for 1 hour and they may have only needed 5 or 10 minutes from that course. So it's much more important that we have chunks of information that people can go into and find the relevant information they need to do their job better or for their own requirements, and then get out and get on with their daily lives rather than having to do complete courses which may not be relevant. So we certainly don't measure now so much a success of a program because everyone's done 100% of the course and got 100% pass mark. Также Джон как бы не предостерегает вас, но рассуждает о том, что можно еще поспорить о том, что является, что определяет факт успешного окончания курса. Потому что если человеку, который обучается на курсе, требуется 5% из этого курса для того, чтобы преуспеть в конкретных задачах, которые перед человеком поставлены, то тогда еще не факт, что как бы, успешно окончив этот курс, человек получил те самые 5%, которые было нужно. Поэтому тестировать вообще, или нужно ли было тестировать вообще, это еще не факт. Поэтому подход к самому определению успеха, факта обучения, нужно отходить немного от того, что раньше выдавался определенный объем материала и замерялось, насколько человек весь объем материала снял. В то время как сейчас, возможно, требуется определить конкретнее, что должно было быть получено, и затем передать более маломасштабно, но более сфокусированно то, что было нужно в этот момент, и пойти дальше. А там замерять 100% прошло, было пройдено от курса, и не 100%, это не суть. Если человек взглянул на нужную страницу и пошел дальше, то может быть это все равно был успешный курс. So learners will go from, users will go from just learning themselves to actually contributing and being experts as well, and contributing to forums and to other areas. So you build up a repository of knowledge, not just and recommendations, not just from the course itself, but. Также следует отметить тенденцию того, что если раньше пользователи eLearning воспринимались как исключительно потребители содержания, потребители обучения, то в следующую декаду следует ожидать того, что они будут иметь более активную позицию, где-то будут возражать, а где-то будут также являться источником экспертной информации. So we'll go from a sort of culture of pushing what the employers want to actually the practitioners and the users letting them know what they need and being able to, you know, get those resources. Если говорить про корпоративное обучение, то следует ожидать перехода от того, что работодатели говорят, что их работники должны выучить, больше к ситуации, когда нужно будет прислушиваться к тому, что работники, которые там реально на проектах в траншеях сидят, говорят о том, что им нужно для того, чтобы быть успешными дальше. So looking at the future, this is just an example from the US of, you know, between 3/4, 3 out of 4, 15 to 17-year-olds have mobile phones, and you know, many of the 12 to 17-year-olds use the internet, so they become more technically savvy. We must make sure that we're engaging them, we're not using old technologies and old learning methodologies. We have to think of what they are, to them is now natural, as we say, and we were discussing yesterday, having them as digital natives. And most of us who are over 30, we're the digital immigrants who had to sort of pick up these things as we've gone along. Если рассуждать о том, есть ли императив для того, чтобы изменялась система обучения, и в частности eLearning, то для этого нужно посмотреть, что является объектом рассмотрения. Объектом рассмотрения является рабочая среда, то есть компании и коммерческие и прочие организации, которые будут существовать в 2020-х. В 2020-х в них будут работать те, кому сейчас, там, ну, скажем, по 15-17 лет. Так вот, если посмотреть, скажем, на статистику Соединенных Штатов в этой демографии, то
подростки от 15 до 17 имеют 73% из них. 75% американских подростков между 15 и 17 имеют мобильный телефон, 73% от 12 лет до 17 используют интернет, и по мере того, как эти молодые люди будут прибывать на рабочие позиции, так или иначе императив будет создан. И, например, как говорилось вчера, Джон давал семинар в университете информатики и радиоэлектроники, и там тематика была такая, что мы говорим про цифровых аборигенов и цифровых иммигрантов, где цифровые аборигены, люди, которые привыкли и живут уже в цифровом веке, это молодежь, а взрослое поколение, тем, кому, скажем, за 30 сейчас, мы поневоле являемся цифровыми иммигрантами, потому что мы, может, и говорим на этом языке, но с акцентом. И надо нам прикладывать, и нам придется прикладывать усилия для того, чтобы говорить более гладко, соответственно, менять средства, методики и прочее. Has anybody here seen the Did You Know video on YouTube or any of the websites about the proliferation of the internet in the last each year, how it's multiplying its exponential use? Have you seen this before? Вопрос. Видел ли кто-нибудь на YouTube видео, которое с заглавием «Знали ли вы?» Did you know? No, it's very, very good. One person, yes. Yeah, you've seen it, and maybe you can explain to people. But I think it's quite. There's about 3 or 4 versions now, and there's the new version made each year. But it's amazing when you look at the statistics of the birth of in China and India and the proliferation of the internet and the exponential growth of all different aspects. Maybe you could explain it very briefly. Может быть, вы объясните даже лучше, чем Джон, там потрясающая статистика, которая приводится, которая демонстрирует изменение роли Индии, Китая и прочее, что происходит с демографией. Мне проще, когда у нас появится интернет, просто раскидать ссылки. Ну, я уже есть. Там 4 самых известных ролика. Их 4. Yeah, I think it's quite entertaining and quite eye-opening when you look at the changes that we're going through. Если посмотреть на них, это особенно то, как они изменяются год от года, было уже 3 или 4, то вы увидите, что это поразительно, потрясающе и как бы открывает видение некоторое. Okay, so we're seeing 3 shifts at the moment in talent management, how it's managed, how talent or people are managed, so people management, the portability of e-learning and where and when it can be used, and the ubiquity of it, how pervasive it is everywhere. 3 аспекта, 3 излома, которые происходят сейчас, в том числе в области e-learning, это то, как происходит управление талантом, то есть информация про людей, то, как происходит, насколько мобильным становится доставка содержания и насколько широко и в разных формах представлено содержание и процесс обучения, чтобы его можно было осваивать в произвольном месте, в произвольное время, в произвольной форме. То есть там разные платформы, разные форматы и так далее. So as an example here, you can see one of our partner success factors, how the development plans made for somebody, and then they're finding and selecting the learning activities individual to actually meet their goals. So they're responsible for their own learning. То есть было, например, один из партнеров начинал внедрять e-learning и обнаружил, что то, что требуется на рынке, это требуется чуть ли не индивидуальное внимание к каждому, у кого какие планы и кто может вести какой курс e-learning, то есть являться ментором для тех, кто проходит через e-learning курсы, и, может быть, внутри компании приходится находить менторов, и чуть ли не индивидуально, кросс-накросс соединять их.
And here you can see the mobile shift as well, whereby now what we're working with technologies whereby people can watch and listen to downloads on their tablets or their mobile devices. Установка на мобильность идет в разные стороны, от лаптопов до мобильных телефонов, до того, что можно было употреблять, не находясь на интернете, и обязательно на интернете. Online or offline. На интернете или нет. And us with our LMS Skillport, we're actually building this, as I'm sure many of you are with your LMSs as well, building in this the capability to transmit via mobile devices, but also synchronize and track back usage from those mobile devices. Если говорить про то, что делает компания SkillSoft в этой области мобильности, то их новые версии платформы, которая доставляет их контент, будут включать в себя модули, которые работают на мобильных телефонах и с интернетом, без интернета. And also the social shift, obviously I'm going to go into now more about social learning. Если говорить про социальный аспект и о том, как социальное обучение, то есть общественное обучение, групповое обучение рассматривается, то... So channels of collaboration are good, but the alternative is to have a platform as well for social learning. And these are some of the things that it must be. It has to be visible, obviously, searchable and shareable with everyone, so everyone can actually collaborate. Конечно, хорошо говорить о том, что есть инструменты, которые в принципе можно распространять на группу, и какой-то инструмент будет лучше, какой-то хуже, но если говорить о платформе вообще, что какими качествами должен обладать инструмент для группового обучения будущего, то инструмент должен обладать следующими модулями, и он должен быть универсально повсюду доступным, он должен быть последовательным, его нужно иметь возможность обнаружить, нужно будет иметь возможность искать в нем и делиться со знакомыми коллегами. So what organisations want from social learning are all of these points. It's got to be it's a great area for sharing best practices and capturing knowledge from. Если говорить о том, что конкретно организации уже выражают пожелания и хотят от способности обучающей платформы в области social learning, то это вот набор таких факторов, аспектов, которые нужно принимать во внимание. What's really important is that it enhances learning programs, so you're using other people's experience and their extra knowledge to actually enhance what's already in place there. Что интересно, это когда говорить про групповое обучение и нового толка, не то что набор людей, а набор людей с новыми типами интеракции, то, что это улучшает сам процесс обучения, потому что среди группы могут оказаться люди, которые могут дополнить, улучшить и продвинуть сам процесс обучения. And how many times, if you work in a large organisation, you're looking to find somebody who knows something about certain areas, and you may have a company database, but it's much more useful if you know somebody in the company that you find out is knowledgeable in certain areas. This may not be obvious, but via this sort of social learning platform, it can become much more obvious when those people put themselves forward as experts in certain areas that you can collaborate with or ask questions of. Сколько раз происходит, что если начинать работать с большой организацией, которую, в принципе, нужно изучить, но обнаруживается, что внутри организации есть люди, которые являются экспертами, на самом деле, и с ними лучше иметь дело вместе, дружить, взаимодействовать и так далее. So this is where it comes into what we call Ingenious, which is the SkillSoft social platform that we've integrated to one of our portals, which is for Books 24/7, our online library platform. SkillSoft попытался воплотить те самые принципы подхода создания новой платформы, социального аспекта для новой платформы, для доставки обучения, и интегрировать это с порталом, который предоставляет электронную библиотеку.
То есть внедрить аспекты социальные в портал, который у них представляет библиотеку электронную. So Ingenious can be deployed for a customer of ours that has, for instance, access to our online library of content. We can also deploy the social element of Ingenious, whereby it means that people can register on there, so it's voluntary that they can register on there, and they can then follow other people or make comments themselves. And we'll look at a practical example of that in a moment. То есть те клиенты, которые хотят получить доступ к электронной библиотеке, имеют опцию также ввести в ход и социальный аспект, подписавшись еще и на этот интерфейс, который открывает и электронную библиотеку, и способы интеракции внутри работников компании или организации по поводу этой электронной библиотеки и всех аспектов внутри объекта. So it's allowing colleagues that may not traditionally meet at work, but they're part of the same organisation, to actually collaborate and share knowledge assets within their network, within the corporation. То, как происходит в социальных сетях, люди, которые не встречаются лично, также там, типа 11 коллег, которые могут работать в одной компании, никогда друг друга не видеть, но вдруг взаимодействуя с одним и тем же содержанием, одним и тем же материалом для обучения, вдруг оказываются пересеченными и заинтересованными в общении друг с другом, ну и ведут новый и начинают новый разговор по этому поводу. So here you can see, as an example, on the right hand side are the core elements of our collections of different books. So you can see here there are thousands of books in these collections that people subscribe to. Традиционная структура с правой стороны – это структура их электронной библиотеки видна. Там она разделена на этот набор модулей, в каждом из которых там тысячи объектов. And these individual collections of digitized online books are the core learning assets. So everything there goes into this red center. И все, что вы видите справа, оно вложено в этот красный центр, в модуль главного материала для обучения. And then on the outside of that, instead of just having this repository of books that may or may not be useful to you, obviously you can search on it and look for yourself, but based on your colleague's experience over here, you can then see that these books can actually be rated. So when people register to the Ingenious, they can rate the books, or they can share the books with their colleagues. They can actually make a recommendation that via this portal that their colleagues should be looking at this. And it means that they can also put in other comments around that. So it enhances it because you haven't just got the book itself, you've also got comments and you would then maybe know who the experts are within that organisation because they've been looking at those books and they're making recommendations for you on your behalf. И глядя на работники ваших клиентских организаций, к примеру, или организации, которая работает с системой, которая включает в себя социальные аспекты, сотрудники такого предприятия, глядя на конкретный объект для обучения, оказываются вовлечены еще и в интеракцию с людьми, которые тоже смотрели. So here's an example of our portal. So this is Books 24/7, and just up here is where you would normally just put in a search term. It could be, you may have access to one collection or many collections of these books, but it's a very simple search engine, and you can put your name in here, and then you can search by either all content, or it could be by the author, it could be by the title of the book, it could be some terms inside the book, so it can do a Boolean search and advanced search as well. And then you can decide if you want it by all the collections you've got access to, or it could be just IT or business or engineering, so you can bring it down to a more manageable level. Продукт SkillSoft включает обширные возможности для поиска. But here, so to translate for me afterwards. But here you can see that somebody has done a search about using LinkedIn, which is a business collaboration tool. I don't know if you use that in Belarus, LinkedIn, maybe other social or business networking tools. But LinkedIn is it's come up with this book now,
And you can see here with this book there are notes underneath it. So this is the actual book itself. You can go on the chapters. But what happens is, if you look at the notes, you can then see some comments. So you're seeing comments here from other users within the organisation on that book. So you're not just going into a book and thinking, is it good, is it not good? You can actually see what other people in your organisation think about it. И глядя на книги, вот, например, взгляните на книгу про LinkedIn, я не знаю, используют ли в Беларуси LinkedIn, наверное, используют. Так или иначе, вот на книга LinkedIn, и если посмотреть на нее, то можно увидеть записи не только про книгу от редакторов, но и также комментарии от работников вашей же компании с мнениями про эту вот книгу. And here you can see also you can click on the people that are actually registered into the system. И также можно заметить, кто же зарегистрирован в системе. So it's voluntary whether you register on the system or not. So it's not something that everyone has to do. You can decide if you want to share your views with other people or your expertise within the organisation. Oh. Yeah. So if people want to share their views or their expertise, they can register. It's not mandatory. Да, ну то есть у людей есть опция зарегистрироваться, система не зарегистрироваться, это различные вы можете системы. So just giving you there once again notes in different areas. But finally, which is very true, when you look at the information in an organisation, as Luke Platt said, if HP knew what HP knows, we would be 3 times more productive. Это цитата из слов Лью Платта, который был раньше генеральным директором компании Hewlett Packard. Если бы только Hewlett Packard знал то, что Hewlett Packard теперь знает, то мы были бы в 3 раза более продуктивны. Okay, that's it. Any questions in general? And apologies if we're not so long. Вопрос, если можно. Честно говоря, вот сколько не сталкиваюсь со SkillSoft, всегда есть ощущение, что